По данным агентства Bloomberg, Турция в ближайшие недели планирует начать поставки оружия в Сирию, рассчитывая использовать этот шаг для заключения более широкой сделки с сирийскими курдами. Как отмечает издание, в страну будут направлены бронетехника, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские системы, ракеты и средства противовоздушной обороны. Турецкие официальные лица связывают эти поставки с программой военного обучения и консультаций, подписанной в августе между Анкарой и Дамаском, что должно усилить позиции Турции в переговорах и дать ей рычаги влияния на сирийское правительство. Параллельно Reuters сообщает, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время визита в Москву предложил Владимиру Путину передислоцировать российские войска к сирийско-израильской границе. Инициатива направлена на сдерживание возможных израильских ударов и укрепление сотрудничества между Москвой и Дамаском. В ходе встречи стороны также обсудили судьбу российских военных баз, экономическое восстановление Сирии и вопрос передачи Башара Асада сирийскому правосудию, что свидетельствует о попытке Дамаска переформатировать внутреннюю политическую систему в рамках новой международной архитектуры безопасности. Резкое наращивание турецкого военного присутствия и обсуждаемые поставки вооружений рассматриваются Анкарой как средство добиться более обширной сделки с курдскими структурами и усилить собственные позиции в переговорах с Дамаском. Параллельно обсуждаются варианты расширения зон допуска для турецких операций на сирийской территории, формально в рамках возможного пересмотра двусторонних соглашений, что теоретически даст Турции дополнительные оперативные рычаги по нейтрализации сил, которые она считает террористическими или представляющими угрозу ее безопасности. Для Дамаска такие предложения несут риск ослабления курдских переговорных позиций и осложняют уже запущенные процессы интеграции местных вооруженных формирований в структуру сирийских государственных вооруженных сил. Любая передача значительных объемов техники и вооружений в район, где действуют многочисленные и пересекающиеся интересы региональных и внешних акторов, неизбежно усилит напряженность и сделает политические переговоры более зависимыми от военных расстановок. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что израильские силы продолжат оставаться в контролируемых районах Сирии и на горе Хермон. Он заявил о намерении достичь с сирийской стороной договоренности по демилитаризации юго-запада страны и обеспечению безопасности друзского населения. Эти заявления совпали с информацией о планах Турции расширить действие Аданского соглашения 1998 года, что позволит Анкаре наносить удары по позициям сирийских демократических сил СДС на глубину до 30 километров. Возможность таких операций создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил в Северной Сирии. На фоне растущей активности региональных игроков в сирийском направлении усиливается и интерес к палестинскому вопросу, который постепенно выходит на первый план международных обсуждений. Обсуждение создания международной стабилизационной миссии в секторе Газа и связанных с ней инициатив отражают более широкий сдвиг в подходе западных столиц. Например, консолидация усилий Парижа, Лондона и Вашингтона вокруг проекта резолюции, который должен формализовать основу для международного присутствия. Но при этом США и ряд европейских стран настаивают на необычном для традиционных миротворческих мандатов сочетании – международного мандата и ограниченного формата участия. Предполагается, что Египет возглавит формируемые контингенты, а Турция, Азербайджан и Индонезия рассматриваются как возможные поставщики контингентов, тогда как прямое участие европейских военных в такой миссии сейчас оценивается как маловероятное. Для стран региона и участников это означает попытку найти баланс между легитимностью, контролем за операциями и политическими последствиями. Миссия в любой конфигурации будет не только вопросом безопасности, но и символом внешнеполитического влияния. Одновременно США подчеркивают важность мандата ООН как юридической основы, но стремятся оградить себя от статуса полноценной миротворческой кампании в классическом понимании. Турция, одновременно выступая как потенциальный участник стабилизационной архитектуры и как активный игрок в сирийском театре, выдвигает собственные концепции угроз.
Официальные представители указывают на риск израильской экспансии через территорию Сирии и на необходимость предотвращения действий, которые, по их оценке, ведут к расчленению и ослаблению соседних государств. В публичных выступлениях турецкие лидеры подчеркивают, что события в Сирии непосредственно затрагивают их национальную безопасность и внутреннюю стабильность, делая сирийский вопрос первым приоритетом внешней политики. Это риторика, которую Анкара использует для оправдания проактивных шагов в регионе и которую другие акторы воспринимают с осторожностью, поскольку она усиливает вероятность продления военных решений как инструмента внешней политики. В то же время дипломатические и экономические тренды в Южном Кавказе и вокруг Армении демонстрируют иные векторы региональной интеграции. Ереван официально закрепил вектор на углубление отношений с ЕС, отражая внутреннюю политическую динамику и запросы общества на продвижение в сторону европейских институтов. Параллельно развивается мультимодальный транзитный маршрут, соединяющий Армению с Китаем через Казахстан, Туркменистан и Иран. Этот проект, по оценкам участников, способен сократить время доставки и разнообразить логистические цепочки, что делает экономическую географию страны менее зависимой от отдельных коридоров и открывает новые возможности для торговли и транзита. Для Армении такие шаги служат инструментами диверсификации внешнеэкономического курса и укрепления устойчивости к внешним шокам. Важно отметить, что в соседних столицах наблюдается значительное усиление военного потенциала. Ранее сообщалось о появлении в Азербайджане пакистанских истребителей JF-17. Однако, как отмечает издание Хакин Ас, турецкие СМИ опровергли информацию о поставках этих самолетов. По уточненным данным, истребители принадлежат военно-воздушным силам Пакистана и временно находятся в Азербайджане для участия в совместных учениях Indus Shield Alpha. Тем не менее, сам факт проведения таких маневров и расширения военного взаимодействия между Баку и Исламабадом указывает на укрепление стратегического партнерства и растущее доверие между сторонами. Для региональных наблюдателей, в том числе для Армении, это служит напоминанием о том, что укрепление военного потенциала остается ключевым элементом национальных стратегий безопасности. Наращивание потенциала требует от соседей и внешних партнеров адаптации своих политических и военных планов, повышения готовности к непредсказуемым сценариям и сохранения каналов для деэскалации. В целом, ситуация в регионе подчеркивает, что баланс между стратегической подготовкой и дипломатической гибкостью остается крайне хрупким. И если сегодня акцент сделан на вопросах безопасности в Закавказье, то в соседней Сирии те же проблемы проявляются в виде напряженности между центральной властью и местными формированиями, попытками интеграции и восстановления экономики под давлением внешних факторов. Это наглядно показывает, что вопросы безопасности, ответственности и политической стабилизации остаются актуальными для всего региона, требуя внимательного и сбалансированного подхода. Суммируя, региональная ситуация характеризуется множеством пересекающихся треков. Военные поставки и передислокации, переговоры о демилитаризации и безопасности, формирование международных миссий в соседних зонах конфликта, экономические и логистические инициативы, а также одновременное наращивание вооруженных возможностей отдельными государствами. Для всех участников в ближайшие месяцы ключевыми станут умение сочетать военные меры с политико-дипломатическими инструментами, сохранение каналов коммуникации для снижения рисков эскалации и готовность к гибкой адаптации внешнеполитических стратегий в условиях быстро меняющегося баланса интересов. Именно в такой сложной и многослойной картине будут проверены и устойчивость региональных альянсов, и способность международных институтов формировать рамки для стабильности и восстановления. Подписывайтесь на RegNews, чтобы быть в курсе ключевых событий мировой политики, и делитесь своим мнением в комментариях.